Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Когда ребята снимали этот рекламный ролик, а еда была острой, Тэхёну было тяжело есть ее, но он продолжал. Чонгук забрал у него еду с ложки и не дал съесть больше. Девятое место. Это его малыш. Можно вечно смотреть на две вещи. Как Тэхён играет с волосами Чонгука и как Тэхён трогает подбородок Чонгука. Восьмое место. Совпадение или нет? Ну понятно все, это как обычно мы слепые и не видим намеков. Чонгук сказал: «В последнее время мне нравится гавайская пицца». Пикантно-сладкая, да? Мне нравится гавайская пицца. И я прыгал с парашютом за границей. Седьмое место. У них флирт элитный. Шестое место. Поведение пары. Факт того, что нам даже не нужно делать склейку, ведь Чонгук в самом деле смотрит на Тэхёна, делает мне больно физически. Брат Чонгука похож на бойфренда Чонгука не только вкусом в одежде, но и в выборе домашнего покрывала. Пятое место. Как игривый котенок ходит вокруг и так и норовит куснуть. Та самая учительница корейского объяснила эту фразу так же, как наш корейский друг. Вопрос. Спасибо большое за ваше объяснение. Мне очень интересно узнать, если это что-то, что говорится между друзьями и семьей, или это больше для влюбленных. Учитель ответил: отличный вопрос. Это очень ласковая фраза, поэтому друзья не говорят ее друг другу. Это было бы слишком слащаво. Обычно это говорят родители детям. Это имеет нисходящую направленность, поэтому используется, когда вы относитесь к кому-то как к малышу. Что именно и происходит здесь? Тэхён просто сюсюкается с Чонгуком, у меня все. Четвертое место. Забота. С первого дня он его комфортное и безопасное место. Тэхён просит приготовить для него еду.
Чангук готовит. Тэхён просит сделать совместный лайв. Чангук говорит: без проблем. Тэхён просит его прийти, потому что он скучает. Чангук сразу же вылетает. Тэхён боится высоты. Чангук заботится. Тэхён тянется за рукой Чангука. Третье место. Новости. Весточка от Чангука из армии. Чангук оставил автограф своему уволившемуся со службы сослуживцу. Пока. Так и манит чертовка. Ребят, мы приближаемся к годовщине песни Тэхёна «Love Me Again». Совсем чуть-чуть не хватает, чтобы клип набрал 100 миллионов просмотров. Сейчас фан-база Тэхёна и ARMY активно работают над тем, чтобы достичь такого результата. Чангук и его любимая поза работника месяца для доски почета. Правильно, Чангук, за твоим Тэхёном глаз да глаз нужен. Того, гляди, такого красавца украдут. Сначала ты думаешь, что Тэхён такая милая, маленькая, сладкая зефиринка с клубничным вкусом, но потом он оборачивается и смотрит таким взглядом, что маленьким становишься ты. Одобрен рейтинг на DVD по Mission to Dance в Сеуле. Ждем мерч и контент, будем смотреть. Коротко о том, как флиртует Чангук. В дополнение к урокам Тэхёна. Дамы, вы наматываете на ус? Может, потом зачет будет. Генеральный директор Эдор Мин Хиджин подала в суд на 5 руководителей HYBE за клевету и другие обвинения. Мин и другие сотрудники Эдор решили подать в суд на нынешнего генерального директора HYBE Пак Дживона, председателя комитета по аудиту Лим Сухёна, директора по правовым вопросам Чон Джин-су, финансового директора Ли Кин-джуна и директора по коммуникациям Пак Тхэйхи. По данным Эдор, 5 руководителей обвиняются в препятствовании бизнесу, несанкционированном доступе к электронным записям, вторжении в сеть и дефамации. Эдор заявили, эти обвиняемые неоднократно незаконно получали личные переписки через мессенджер и личную информацию, а затем сливали и ложно редактировали их в соответствии со своими собственными намерениями. Затем лейбл New Jeans заявил, что ответчики принудительно завладели бизнес-ноутбуками, принадлежащими Эдор.
которые использовались истцами под предлогом проведения аудита дочерней компании материнской компании с намерением отстранить генерального директора Мин Хиджен после ее жалоб. С помощью этого они якобы получили доступ к личным сообщениям на Какаоталк и даже провели судебно-медицинскую экспертизу ноутбука, который Мин перезагрузила и вернула, когда присоединилась к Эдор в 2022 году. Эдор даже утверждали, что обвиняемые искажали полученные личные разговоры. Обвиняемые отредактировали и исказили полученные личные разговоры для создания пресс-релизов, сложной информацией об управлении Мин Хиджен и результатах ее деятельности. А затем распространили их в средствах массовой информации с целью формирования негативного общественного мнения о ней. В Эдор подчеркнули, что они неоднократно просили прекратить подобные действия из-за вреда, который они причинили их артистам и членам Эдор, и вызванного ими общественного смятения. Поняв, что ответчики не остановятся, компания решила принять меры. Небольшой момент для зависания обещает быть бесконечным. В такой толпе найти Чангука – вот настоящая армия. Журнал Vogue Korea внес фотосет Тэхёна для фотобука Type 1 в Гавайях в список мест летнего отдыха знаменитостей, в котором тоже стоит побывать. Когда он говорит на 65 миллионов людей: «Он такой красивый, я сейчас умру, люблю его так сильно», а ты перед тысячами живых людей и миллионами за экранами хватаешься за сердце, просто на него взглянув. Зарубежные продажи от K-pop достигли 1 триллиона вон. K-pop кризис. Зарубежные продажи K-pop впервые в истории превысили 1 триллион вон. Было установлено, что рынок поп, который находится на подъеме, имеет как позитивные, так и негативные стороны. Популярный культурный критик Лим Джинмо заявляет о рынке K-pop: «Мы идем плечом к плечу с кризисом». Несмотря на достигнутый результат продаж, можно заметить в музыкальной индустрии K-pop такое явление, как застой. В случае с K-pop свет и тень приходят одновременно. Рынок K-pop переживает кризис. Он становится реальностью. K-pop занял прочное место на мировом рынке, но в то же время находится в кризисной ситуации. K-pop достиг таких высот благодаря артистам. Наблюдается постоянное расширение влияния за рубежом в сочетании с проблемами в менеджменте компаний. После BTS многие артисты вышли на мировой рынок, что и привело к повышению продаж. После выхода BTS на рынок США в 2016 году K-pop показал рекордный рост в 2017 году. Однако не существует следующей айдол-группы, которая смогла бы превзойти BTS и Blackpink. Прогнозы индустрии развлечений на второй квартал этого года отечественных фондовых компаний, составленный F&G Guide, также неутешительны. В этом отчете в качестве причин плохих результатов упоминается тот факт, что BTS практически неактивны из-за прохождения военной службы. Отсутствие полной активности Blackpink, которые служили весомым источником дохода, и низкие внутренние продажи в Китае. Что касается K-pop, то среди некоторых поклонников Халю, корейской волны, существует негативное восприятие из-за стратегии полагаться только на продажи. Продолжение роста K-pop должно быть достигнуто певцами вместе со своими фандомами. Однако им не хватает серьезного понимания значимости артистизма. Художественный подход уходит на второй план, поскольку они сосредотачиваются исключительно на продажах.
Это чувствуется так, будто они сфокусированы только на зарабатывании денег. В целом интерес к песням ухудшается. Хороших песен не выходит. Что касается продаж, мы ориентируемся на прибыль от выступлений, например, танцев и концертов. Кей-поп является одной из главных составляющих корейской волны на зарубежных рынках, но он также вызывает проблемы из-за маркетинговых стратегий, ориентированных на продажи фотокарточек и однообразности контента. В настоящее время крупные развлекательные компании добиваются хороших результатов, таких как мировые туры. Это правда, что глобальная база расширяется. Появятся хорошие группы и артисты, хотя это может занять время. Однако позитивные и негативные аспекты к поп проявляются одновременно. Этот момент отпечатан в моей памяти. Какой красивый! В этом моменте прекрасно и очаровательно все. Доверие Тэхёна, когда Чангук его поднял. Легкость, с которой Чангук это сделал. Их улыбки в этот момент. Хайп отреагировали на обвинение Мин Хиджин собственным резким судебным иском. Компания утверждает, что ее обвинения являются ложными. Хайп опубликовали ответ на недавний судебный иск, поданный генеральным директором Адор Мин Хиджин, и рассмотрели обвинения, выдвинутые против нескольких руководителей компании. Хайп заявили, что вопреки заявлениям Мин Хиджин, она никогда не предоставляла Хайп никаких активов компании, таких как ноутбуки, и никогда не проходила никаких аудитов компании. Они подчеркнули, что два заместителя генерального директора добровольно предоставили свои информационные активы и что никакого принуждения не было. Наша компания не получала их принудительно. Компания также пояснила, что во время недавнего судебного слушания по судебному запрету стало ясно, что они не проводили никакой судебно-медицинской экспертизы ноутбука, ранее возвращенного Мин Хиджин. Хайп утверждают, что Мин Хиджин использовала свой рабочий адрес электронной почты компании для отправки многочисленных документов, связанных с работой, включая разговоры с шаманом и третьими лицами. Эти электронные письма хранятся на серверах Хайп и были отправлены высокопоставленному должностному лицу компании-партнера, идентифицированной как компанией BIM. Хайп также упомянули, что Мин Хиджин согласилась на обработку персональных данных при приеме на работу в компанию. Хайп также упомянули, что Мин Хиджин согласилась на обработку персональных данных при приеме на работу в компанию. Таким образом, Хайп утверждает, что эти обвинения со стороны Мин Хиджин являются ложными и планирует подать встречный иск на генерального директора. Несмотря на неоднократные объяснения обстоятельств получения нами информации, генеральный директор Мин Хиджин и другие лица подали иск, основанный на ложных фактах. Его удивление, когда оказалось, что камера снимала тот момент, когда они с Тэхёном дурачились.
Ким Тэхён является самым просматриваемым участником BTS в Википедии за июнь. Как кто-то вообще может выглядеть настолько мило во время еды? Тэхён выложил такие летние фотографии в Твиттер. Мы закончили наше шоу. Любовь в глазах Чонгука к Тэхёну. Те самые моменты, когда никто не мог перестать говорить о Тэйкук и говорят до сих пор. Забавно смотреть, как некоторые люди прикладывают все усилия, чтобы опровергнуть так называемые слухи, а потом Чонгук и Тэхён просто берут и подтверждают эти слухи сами, подрывая просто миллионы горящих задниц. Обожаю их за это. Самая красивая часть тела – это влюбленные глаза. Тот факт, что, посмотрев на счастливых Тэйкук, катающихся на квадроцикле в одном из выпусков «Супа», участники придумали такие прекрасные названия для этого момента. «Наш счастливый миг», «Наши 18», «Навсегда». Второе место. Это так интимно. Взаимно желать друг друга. У Тэйкук в ДНК прописано Вселенной. Чонгук сказал: «Я счастлив, пока я с Тэхёном». You're some kind of butterfly.
Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you Первое место. Когда хотел держаться за руки, но когда заметил камеру, убрал руку. chilling with the rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh. Рост Тэхёна идеально подходит для того, чтобы целовать Чангука в шею. То, как Чангук закрывает глаза, показывает, как ему комфортно с его Тэхёном. Вне зависимости от мест, обстоятельств и времени, только этот режим всегда активирован, и мы прекрасно знаем почему. Аэропортный Чангук и Тэхён всегда занимают отдельное место в сердце. Отлично зная о том, что они там будут под повышенным вниманием и прицелами камер, Вигу тем не менее продумывают и одевают парные луки, проявляют гиперзаботу друг о друге. Тэхён даже умудряется заснять незаметно Чангука. Всегда стараются держаться вместе в безопасности во время царящего хаоса и выбирают место в самолете рядом. Они одинаковые. Джин, который ждет, пока Тэхён с ним поздоровается. Я люблю этот момент просто потому, что посмотрите, как Тэхён взял Чангука за руку. А еще обратите внимание на их лица. Если они не магнитики, то кто?
У меня много вопросов к этому саундчеку. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.